Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю по многочисленным просьбам в комментариях знаменитый классический венский яблочный штрудель, или как он по-немецки называется апфельштрудель. И покажу я самое главное, как его приготовить в домашних условиях, без вот этих огромных столов, без специальных досок для штруделя, без вот этих вот огромных полотен. Все покажу и расскажу в данном видео. Готовить будем классический рецепт. Единственный недостаток у этого десерта, что всегда всем кажется, что его слишком мало. Настолько он вкусный, настолько он всем нравится. Покажу, как правильно приготовить тесто, чтобы оно не разрывалось при растягивании. Итак, готовим тесто. 250 грамм муки я просеиваю. Совершенно обычная мука. Количество белка здесь 11 грамм на 100 грамм. 4 грамма соли. Я туда добавляю щепотку соли. 25 грамм растительного масла без запаха. 24 здесь весы показывают. 25 грамм. 130 грамм воды комнатной температуры. И одно яйцо туда добавляю. Все это просто перемешиваю. Тесто крайне липкое на данном этапе. Это нормально. Сейчас я припыляю стол мукой. Вот на эти припыления у меня уйдет примерно 50 грамм муки. Я все это в описании напишу вам под видео. Я выкладываю при помощи силиконовой лопатки тесто на стол. Припыляю мукой это тесто со всех сторон. И при помощи шпателя как бы вмешиваю в него муку. Тесто вымешивать нужно достаточно долго, где-то 17-20 минут, чтобы оно у нас потом не рвалось. Итак, сейчас, когда я уже могу до него дотрагиваться, когда оно уже оформилось в такой достаточно вязкий, но уже комок, я его вот так повытягиваю в руках минут 5, это тесто. У кого есть, естественно, кухонный комбайн, кухонная машина, вы можете все это делать в кухонной машине. Я показываю просто, как это все делать без миксера. Вот так вот повытягивала я около 5 минут это тесто. Оно уже стало практически не липнущее к рукам. И сейчас вот такими движениями я повымешиваю его около 10 минут на столе. Вот это сделать очень важно, чтобы тесто у нас стало максимально эластичным и податливым. Оно должно стать очень гладким, таким очень красивым и очень таким подвижным это тесто должно стать. Вот этот шаг пропускать никак нельзя. Если, еще раз повторяю, у вас есть кухонная машина, все делайте в ней. Итак, вот такое тесто у меня получилось. Собираю его в комок, оно уже практически вообще не липнет к рукам. Убираю его сейчас в миску, вот так смазав буквально капелькой растительного масла без запаха. На отдых примерно час у меня будет отдыхать тесто под пленкой при комнатной температуре. И в это время я буду готовить начинку. Для начинки я беру 3 килограмма яблок. Яблоки у меня кисло-сладкие. Яблоки достаточно сочные, поэтому начинка у меня будет такая достаточно мягкая. Если вы хотите, чтобы у вас в начинке прослеживались все вот эти слои, вам следует тогда брать яблоки такие устойчивые к термообработке, сорт типа Боскоп, Антоновка, то есть такие очень серьезные твердые яблоки. Вот этот вес яблок 3 килограмма, это именно в их натуральном виде не очищенных. Я сейчас удаляю с них кожицу, удаляю с них серединки, и буду их нарезать на терке. Вы можете это все сделать в кухонном комбайне, либо же просто нарезать ножом, как вам нравится. Обычно по традиции они нарезаются вот такими слайсами, эти яблоки. Я это делаю при помощи терки. Как я уже сказала, от сорта яблок здесь будет зависеть половина вашего разреза. Чем суше будут ваши яблоки, тем более оформленный будет у вас разрез. Яблоки я подготовила, нарезаю их вот так при помощи терки. Все здесь зависит именно от сочности яблок. И сейчас я замешиваю начинку. 120 грамм панировочных сухарей я туда добавляю. 1 чайную ложку корицы. Больше здесь корицы не берется. Вот по классическому рецепту. 120 грамм сахара, можете 100 грамм сахара взять, 100 грамм изюма. Изюм бывает по традиции замачивается в роме, я этого не делаю, я делаю просто его вот таким, как он есть. И 100 грамм растопленного сливочного масла. Все это я просто перемешиваю, ваниль я туда не добавляю, по традиции не добавляется ванильный сахар, не ваниль. Если вы хотите, можете добавить. Перемешала, вот такая масса получается.
Я разделила начинку сейчас на весах на 3 равные части, потому что у меня будет 3 штруделя. Итак, вот такое красивейшее, очень податливое тесто у нас спустя час уже получилось. Разделила на весах его на 3 равные части. Вот так выглядит одна часть для одного штруделя 30 сантиметров в длину. 2 части я убираю опять под пленку, пока я буду работать с первой частью. Итак, полотенце я слегка припылила мукой. Здесь я еще раз повторяю, я показываю, как это сделать на обычной столешнице, то есть в обычных домашних условиях, не используя огромные столы, огромные полотна для штруделя, огромные вот эти скалки специальные, просто в обычных условиях. Он печется вообще, большой штрудель, как правило, в обычной духовке в форме подковы его сворачивают, потому что не помещается ничего. Я буду делать 3 штруделя по 30 сантиметров. Это очень удобно, я всегда так делаю. Итак, я слегка скалкой оформила прямоугольник. Пальцы я держу вот так вот слегка полусогнутые, чтобы постоянно как бы шар у меня был между руками, и постоянно вытягиваю вот таким образом тесто. То есть тесто должно постоянно бережно вытягиваться. Это процесс такой, требует терпения, но тесто у нас нигде не порвется. Вот по этому рецепту прекрасно. Это классический рецепт венского штруделя, и это тесто прекрасно ведет себя в работе. Если набраться терпения, и здесь очень удобно то, что я буду делать 3 штруделя, чтобы у нас все поместилось в духовке на обычном стандартном противне, который есть буквально у каждой хозяйки. Потихонечку оно вытягивается, тесто. Вообще по традиции считается, что вот это тесто на штрудель, оно должно быть настолько прозрачным, что если под него подложить газету, можно будет прочитать, что там написано. То есть настолько тонким оно должно быть. Постараюсь максимально его растянуть, это тесто. В принципе, ничего сложного здесь нет. Если набраться терпения, все здесь получится. И видите, постоянно как бы стараемся держать этот прямоугольник. Тесто я буду растягивать где-то на размер противня, то есть 30 на 40 сантиметров. И так как у меня подвернется оно с обеих сторон, то у меня будет высота где-то 30 сантиметров, чтобы мне 3 вот этих штруделя уложить уже на мой противень. Это очень удобно так работать, это гораздо облегчает, и места столько не нужно, и вот быстро оно как бы делается. Итак, прямоугольник у меня уже готов, он уже достаточно прозрачный, и я начинаю выкладывать на него начинку. Вот такой тонкости должно быть у нас тесто. Как вы видите, оно нигде у меня не порвалось. Пока я вытягивала тесто, начинка, естественно, тоже постояла. Вот эти вот сухари смешиваются с маслом, с яблочным соком. Они очень хорошо впитывают в себя лишнюю влагу, но больше здесь сухарей я использовать не советую, потому что тогда они у вас уже будут чувствоваться во вкусе. Итак, я подвернула вот так края, и верх, вы видите, сантиметров где-то 7-10 я оставила и смазываю его растопленным сливочным маслом. При помощи полотенца я сворачиваю вот этот рулет. Он у меня готов. И я его уже выкладываю вот таким образом на противень. Противень я застелила бумагой для выпечки. И как раз, видите, 30 сантиметров в длину у нас получился один штрудель. И вот так я смазала сливочным маслом и под пленкой пока убираю, пока буду делать следующий. Следующий я уже просто не показываю таким же образом. Я его раскатала. Также я его сворачиваю при помощи полотенца и также выкладываю на противень. То есть так работать гораздо в разы проще и быстрее и на обычной кухне. Не нужны огромные площади, как это делается в пекарнях, как это делается в больших крестьянских домах. Это раньше делалось в деревенских. И на обычной стандартной кухне не нужно никакого большого места, если мы будем делать вот так вот по 3 штруделя. Также я смазываю это сливочным маслом, убираю под пленкой, и также я делаю 3-й штрудель. 3-й штрудель также закатываю полотенцем и убираю сейчас также на противень. Духовка у меня уже заранее разогрета на 180 градусов Цельсия. Выпекать я буду эти штрудели на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 40 минут. В моей духовке они не золотятся так, как нужно. И последние еще 10 минут я буду их выпекать с конвекцией
на также 180 градусов Цельсия, просто чтобы они подзолотились. То есть в общей сложности я их буду выпекать 50 минут. Итак, третий штрудель я также выкладываю сейчас на противень, также смазываю растопленным сливочным маслом и убираю выпекаться в общей сложности на 50 минут, то есть 40 минут без конвекции и еще дополнительно 10 минут с конвекцией. Итак, штрудели испеклись у меня, так как у меня очень мягкие эти яблоки, они, конечно же, подтекали слегка, но это именно из-за яблок. В горячем виде вот так он нарезается, вот так он в горячем виде надламывается вилкой. Это кто любит в теплом виде его есть, и с мороженым. Вот такие шикарные слои там внутри. Нежнейший, вкуснейший десерт. Вот этим я дала остыть до комнатной температуры. Прекрасно они нарезаются, прекрасно они переносятся на блюдо. Вкуснейшие штрудели получаются. Вот так выглядит в разрезе. Тоже все эти слои видны. Просто яблоки здесь очень нежные у меня. То есть сорт яблок должен быть именно для запекания. Вот так это все выглядит. Прекрасно переносится на блюдо. Вкус рекламировать не нужно. Домашний штрудель по классическому венскому рецепту. Очень-очень вкусный. Нежнейшая хрустящая корочка сверху. Внутри нежнейшее тесто и яблоки. Именно венский штрудель, потому что есть еще баварский штрудель. Я более 20 лет живу в Баварии именно, знаю прекрасно все эти рецепты. Но готовится баварский штрудель немножко по-другому. Он готовится в такой сливочной заливке. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.